Привет, друзья! Меня зовут Станислав Хованицкий. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое композиция, как с ней правильно работать, как сделать так, чтобы ваши фотографии привлекали к себе максимум внимания. Вот, в общем, научимся делать интересные кадры, узнаем, что такое вообще интересные кадры. То есть будем делать вот такие вот фотографии. В общем, будет много всего интересного и полезного. Давайте уже начинать урок. Итак, что же такое композиция? Давайте разбираться, да? Значит, композиция, как мы понимаем это слово, на самом деле многие никак его не понимают, потому что, в принципе, не пытаются как-то его определить, да? Определение очень важно, поэтому что такое композиция? Композиция — это структура, то есть мы с этой структурой работаем, чтобы получить нужный нам результат. И вот какой результат мы с вами хотим получить? То есть если мы говорим, например, хотим сделать красивую картинку, да, вот, и что такое понятие красиво, да? То есть красиво для каждого свое, поэтому красиво мы не можем с вами применить никуда, да? Поэтому давайте возьмем за нашу цель это интересно, то есть сделать так, чтобы картинка была интересной. Что такое интересно? То есть когда человеку, в принципе, интересно, то он тратит время больше на изучение некого произведения, то, что ему интересно. Да? Например, интересная книга, читает, дольше тратит, да, на него время. Интересная картинка, дольше ее рассматривает. То есть картинка неинтересна, он ее рассматривает меньше. То есть наша с вами задача что сделать? Чтобы было интересно, мы должны сделать так, чтобы зритель хотел и мог ее долго изучать. То есть в нашем случае с вами с фотографией, но нашу картинку должен как можно дольше изучать. Вот к этому мы с вами должны прийти, то есть увеличить время изучения нашей с вами картинки. Окей, как нам с вами этого добиться? Вот я вам выписал три основных постулата, три основных правила, которые помогут вам сделать картинку интересной. Если хотя бы одного из этих трех элементов в вашей картинке нету, она не будет для зрителя интересной, он не будет тратить на нее время, он просто пройдет мимо нашей с вами картинки. Поэтому что нам нужно сделать? Впихнуть в нашу картинку все эти три элемента, то есть заранее их продумать, то есть когда вы фотографируете, опирайтесь, прям проговаривайте, первый есть, второй есть, третьего нету, скорее всего, картинка будет неинтересной. То есть надо либо добавить, либо переделать, либо не снимать эту картинку вовсе. Давайте про каждый из этих элементов отдельно с вами и проговорим. Первый, самый очевидный, самый банальный, самый простой. То есть, смотрите, если зритель в первую долю секунды не понял, куда, на что смотреть и что вообще происходит, он изучать, смотреть дальше картинку не будет вообще. То есть она абсолютно не будет интересна. То есть, что мы с вами должны сделать? Мы должны сразу зрителя вот так вот взять и тыкнуть. Смотри, вот сюда. Вот туда смотри, или сюда. То есть сразу же акцентировать внимание зрителя на главном, да, то есть что здесь главное. То есть это, знаете, как фундамент. То есть зритель увидел, понял, на что нужно обратить первым делом внимание, оттолкнулся и пошел дальше. Поэтому если он сразу не понял, на что смотреть, с чего оттолкнуться, то он отталкиваться вообще не будет, дальше просто не пойдет. Вот обратите внимание, пассажиры автобуса, да, вроде бы понятно и очевидно, но для того, кто снимал, но для того, кто смотрит, допустим, куда смотреть, на бабушку в красном пальто, либо на сам автобус, непонятно, да. И на второй картинке сразу же, смотрите, мы акцентировали внимание, и куда сразу же понятнее, очевиднее, сразу стало все. Поэтому в данной ситуации, конечно же, чем сильнее вы акцентируете внимание, тем лучше. Вот два еще примера. Смотрите, фонарь, да, казалось бы, и там фонарь. В чем разница? Нет разницы абсолютно никакой. Но в первом случае фонарь вообще непонятно, что нужно на фонарь смотреть, в втором случае очевидно. И, казалось бы, одинаковый фонарь, поскольку по-разному смотрится, да, потому что во втором случае мы как можно сильнее акцентировали внимание. Поэтому, чтобы нам с вами увлечь зрителя, чтобы он начал изучать нашу с вами картинку, нужно сразу дать ему понять, куда смотреть, на что смотреть. Это самое главное. Вот. То есть, как нам этого добиться? То есть, самое простое, самое лучшее, к чему я и рекомендую всем приходить, то есть, кадр нужно максимально упростить, да, ведь фотограф это кто? Это кто берет сложные вещи, максимально упрощает, и зрителю выдает уже очищенную форму, которая понятна и проста. Да? Вот, для этого нам нужно убрать все лишнее. Вот запомните, одно из важнейших правил, как нам с вами добиться того, чтобы картинка была интересной, нужно все лишнее из этой картинки убрать. То есть тогда будет максимально интересно. То есть как мы с вами можем убрать все лишнее, да? То есть самый простой способ, например, это подойти поближе, да? Например, если мы используем современные крутые смартфоны, типа Xiaomi 12 Pro, у него есть третья камера, которая приближает, если вы ей фотографируете, помните, да, чем отличаются камеры? С заднего плана входит меньше и, соответственно, лишнее убирается, да? То есть зумируйте, подходите ближе, то есть это уберет все лишнее. Можно размыть задний план, да? Например, Xiaomi 12 Pro, как вы видели, прекрасно позволяет это делать, да? То есть вообще без проблем. То есть всеми возможными способами сделайте так, чтобы в картинке было как можно меньше всякого лишнего. То есть это вот самый лучший момент. Прежде чем мы пройдем дальше и поговорим про пространство, которое нужно заполнить, мы должны с вами оговориться, какие вещи привлекают внимание, да, то есть как нам привлечь внимание к нашей с вами картинке, да. Вот я вам скажу три элемента, их на самом деле гораздо больше, но вот хотя бы эти три позволят нам с вами уже максимально внимание акцентировать. То есть первое это что? Это
лицо и другой человек. То есть как бы мы ни хотели, если в кадре присутствует человек, мы будем смотреть только на человека. Например, вы фотографируете, там, не знаю, там, кружку или еще что-то, на заднем плане есть люди, никому будет неинтересна абсолютно ваша кружка. Все будут смотреть на человека. То есть это как бы закон. Поэтому если в кадре есть человек, он внимание максимально привлекает. Ведь недаром в социальных сетях самое большое количество лайков набирают те фотографии, где присутствуют люди. И чем крупнее лицо, тем лучше рассматривается лицо, направление взгляда, например, да, потому что направление взгляда — это самый важный фактор. Вот чем лучше это просматривается, тем больше притягивает внимание зрителя. Поэтому чем крупнее человек, крупнее лицо, тем больше внимания он притягивает. Еще один момент очень важный, то, что притягивает внимание, это надпись, да, то есть хочешь не хочешь, невозможно посмотреть на надпись и не прочитать ее. Попробуйте посмотреть на надпись и не прочитать ее, у вас не получится. Даже если надпись написана на другом языке, все равно будете пытаться ее прочитать, хотя вы знаете, что вы этого языка не разбираете, не знаете, но будете пытаться прочитать. Нас так приучили. Видишь надпись — читай. А когда мы начинаем читать надпись, мы на это тратим время. А чем больше времени мы тратим, тем интереснее картинка, да, ведь наша с вами основная задача — это что сделать? Потратить как можно больше времени на то, чтобы картинка изучалась. Вот. Такая вот интересная вещь. Так вот, в зависимости от того, что написано, да, то есть надпись, она может за собой нести еще и информационный подтекст. То есть хочешь не хочешь, вот то, что написано, мы начинаем считывать и определять, да, и, например, относиться к объекту так, как написано у нас с вами на картинке. Вот. Ну и еще два элемента вам подскажу, которые помогают привлечь внимание. Это красный и желтый в чистом виде, да, потому что у нас с вами сенсорика, мы на уроке по цвету это пройдем более подробно, но у нас с вами сенсорика глазу состоит из таких трех элементов, как красный, синий и желтый. Синий он пассивный цвет, а красный и желтый они активные, поэтому когда глаз видит в чистом виде красный либо желтый, он сразу обращает все внимание свое на эти объекты, поэтому если в чистом виде есть желтый либо красный цвет, сразу же внимание к себе привлекает. Обратите внимание, да, вот смотрите, из этой желтой штуки мы даже не заметили бы в руках букет. Да, вот такая штука. Значит, запомнили, да, то есть вот эти три элемента, то есть человек, да, чем крупнее, тем лучше, надпись и красный, желтый, максимум привлекут внимание к себе, где бы вы эту фотографию не расположили, да, ну, то есть к видео это тоже на самом деле относится. Итак, переходим дальше, да, то есть с акцентированием внимания мы разобрались, давайте с вами поговорим про заполнение кадра. То есть что нужно сделать? Мы должны как-то поработать с пространством кадра, да, то есть кадр нужно каким-то образом заполнить, и как мы будем здесь вот правила устанавливать, да? Все очень просто. Смотрите, видите, у нас картинка, в этой картинке есть небольшая проблема, то есть в ней много пустого пространства. Это по-другому называется негативное либо отрицательное пространство. Когда оно присутствует в кадре, проблема в том, что раз его много, мы начинаем отвлекаться на то, что много, да, этого пространства, и меньше замечаем главный объект. Да? То есть, условно говоря, из-за пустого пространства мы отвлекаемся от главного объекта. Поэтому старайтесь, чтобы в ваших картинках было минимум негативных, отрицательных пространств. Да, если вы будете изучать композицию более подробно, то это правило негативного пространства можно использовать. Но пока что мы с вами пытаемся разобраться в основах, да, основополагающих элементах. И вот когда на основном этапе вы пытаетесь разобраться в композиции, лучше негативное пространство убрать. Как нам это можно сделать? В первом случае мы с вами можем что? Мы можем просто обрезать, да, то есть кадрировать кадр и убрать из него все лишнее, да, то есть просто кадрировали, приблизили, и ничего лишнего не будет, да, то есть замечательно, все, супер. Вот. Но если мы говорим про усложнение композиции, да, например, мы хотим, чтобы композиция была не минималистична, да, чтобы не было больше всего, то тут мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем здесь использовать, например, уравновешивание. Да? То есть обратите внимание, видите, стоит девочка. Как уравновесить кадр? Да? То есть что значит уравновесить? Мы если предположим, что вот этот квадратик, да, это у нас с вами коробочка. И вот девочка стоит в этой коробочке. Если у нас с вами, как это было на первой фотографии, вот так происходит, то у нас явно же, что правая часть, ну, тяжелее, да, то есть она перевешивается, нам надо уравновесить. Поэтому туда нужно что-то поместить. Поэтому, например, вот видите, поместили мы картину, да, то есть если с одной стороны что-то есть, с другой стороны тоже должно что-то быть. То есть мы стараемся не делать так, чтобы не было пустых пространств тех самых, да, вот, которые нам делают картинку пустой, да, легкой, но пространство собой занимают, да, поэтому либо мы все лишнее убираем, либо максимально кадрируем, да. Таким вот образом. Значит, что еще мы должны четко для себя понимать и оценивать? Да? То есть, когда мы говорим про пространство, на всякий случай упомяну, но когда вы, например, у вас объект двигается вперед, там что-то бежит, летит, или человек, например, смотрит куда-то вдаль, вот в ту сторону, всегда оставляйте место для движения, для взгляда. Это очень важно. Не делайте никогда так, чтобы объект упирался в край, носом в край кадра, либо упирался сам по себе непосредственно объект в кадр. Некрасиво, да? Оставляйте место для движения. И запомните, если у вас объект движется слева направо, то кажется,
кажется, что объект куда-то улетает, уезжает. Если объект движется справа налево, то такое чувство, что он откуда-то возвращается. В кино это часто используется, я думаю, что вы часто замечали, поэтому вот применяйте эти правила, понимайте, как с вами работает режиссеры и операторы, как они делают картинку. Итак, значит, мы акцентировали внимание, заполнили кадр, нужно усилить впечатление. То есть вот без третьего фактора будет пресно, как бы, знаете, еда без соли и перца. То есть вроде бы и нормально, но вот пресновато, да, вот как нам с вами усилить впечатление? Все очень просто. Нам нужно добавить сюжет, историю, либо смысл. То есть если в картинке есть смысловая нагрузка, я смотрю на картинку и понимаю, что происходит, я ее дольше изучаю. Чем дольше изучаю, правильно, тем интереснее картинка. Поэтому добавьте смысловую нагрузку. Смысловая нагрузка всегда делает картинку более интересной. Да? То есть связывайте между собой элементы, которые находятся непосредственно у вас в кадре. Если невозможно добавить смысловой нагрузки, мы можем сделать интереснее за счет, например, динамики. Да? Не путать динамику и движение, потому что это разные вещи. Что такое динамика? Динамика — это быстрые изменения. Когда в кадре что-то быстро меняется, всегда интересно. Вот предположим, что у нас с вами есть в картинке человек стоит возле стены и человек прыгает возле стены. Ну какая разница? Это один и тот же самый человек, одна и та же самая стена. В чем разница? Ну, когда прыгает, всегда интереснее. Почему? Мы начинаем прогнозировать, чем закончится движение. А когда мы начинаем прогнозировать, мы начинаем активно думать. А раз мы думаем, мы дольше изучаем эту картинку, дольше изучаем. Правильно, картинка интереснее. Видите, как все по правилам фотографии, да? Потому что фотография — это чисто вот психология восприятия, да, и никакого здесь, я художник, я так вижу, здесь не работает, вот. Поэтому добавьте динамики, то есть динамика — это всегда интереснее. Вот мужчина катит колесо, вот почему катит колесо, куда катит колесо, руки замораживает, отпустит, покатится. Видите, сколько мыслей разных начинает возникать, да, и поэтому чем больше этих мыслей, да, чем больше движений разных, динамики интересной, тем картинка будет всегда максимально, ну, такой привлекательной для зрителя. Вот. Ну и третий фактор мы еще с вами учтем, это так называемый вау-фактор. То есть, когда что-то такое прям, ну, необычное происходит, такое прям вау, смотришь и вау. Вот это делает картинку тоже интересной, за этим прям специально ездит и охотится. Вот. И вот еще раз проговорим, да, то есть акцентировать внимание, заполнить кадр и усилить впечатление. И во всем этом одно небольшое подправило есть. Всегда следите за задним планом. То есть задний план — это, запомните, основа. То есть, как правило, что нужно сделать? Прежде чем мы делаем с вами кадр, нужно подготовить задний план, потому что задний план — это фундамент, это основа. Поэтому уберите оттуда все лишнее, уберите с заднего плана ненужные вещи, потому что подготовленный задний план — это уже залог успеха хорошей фотографии. Вот чем больше вы оттуда уберете заднего плана, тем будет лучше и интереснее для зрителя. Поэтому вот когда мы все это с вами делаем, всегда получается вот максимально интересно. Давайте на примере с вами попробуем разобрать. Вот смотрите, да, видите, у нас лежит объект. Ну, вроде бы акцентировали внимание, да, и все понятно. То есть там апельсин или мандарин, я уже не помню, что положил на стол. Так вот, сразу акцентировать на себе внимание. Но в чем проблема, да? Смотрите, сколько всего лишнего. Помните, у нас было в правиле? То есть максимально акцентировать внимание. Максимально акцентировать внимание можно тогда, когда лишнего ничего нету. Поэтому, смотрите, берем и убираем все лишнее. Видите, картинка уже стала лучше. Плюс мы заполнили кадр, да? Заполнили кадр теми вещами, которые нам нужны. То есть мы лишнее все убрали. Поэтому запомните, фотограф — это человек, который трансформирует реальность. Он ее видоизменяет. То есть он делает ее так, как не могут другие. Все остальные пытаются как? Просто где стоял, там и сфотал, да? А фотограф, он видоизменяет. И вот фотографии, которые видоизменяют реальность, они всегда максимально интересны. Но все равно, смотрите, акцентировали внимание, акцентировали, заполнили кадр, заполнили, но все равно чего-то тут не хватает, да? А не хватает впечатления. Поэтому добавить впечатление гораздо просто. Обратите внимание, вот так вот, хоп, и смотрите, сразу же стало интереснее, да? Ничего сложного, такого сверхъестественного мы с вами не делали. Просто применяйте все эти 3 правила к вашим фотографиям, и они всегда будут максимально интересны для вашего зрителя. Но это далеко не все средства выразительности, которые у нас с вами есть. Как нам сделать фотографию еще интереснее? У нас с вами есть специальные приемы, которые усилят наше правило. Да? Например, чтобы усилить правило акцентировать внимание или заполнить кадр, у нас есть специальные приемы. Давайте парочку из них пройдем, они помогут вам делать фотографии более интересными, да? То есть более структурированно помогут вам подойти к любой задаче. Итак, первый прием, который вы знаете, скорее всего, называется он правило третей. То есть многие про него слышали, просто не все понимают, как оно работает. Да? То есть это такая сетка. То есть мы берем нашу с вами фотографию, делим ее на трети. Как эта штука работает? Смотрите, все знают, что нужно поставить объект в точку пересечения третей. Если не знаете, то вот слушайте. То есть если мы поставим в точку пересечения третей объект, то есть не знаем, куда поставить, ставим в точку пересечения третей. И получается, что картинка более интересная. Почему так работает? Смотрите, психологически работает таким образом. Если мы ставим объект в центр, то мы смотрим только на объект и больше никуда. То есть время просмотра фотографии уменьшается. А мы знаем, нам нужно время просмотра фотографии увеличить, ведь чем больше, тем интереснее.
Так вот, значит, если мы сдвигаем объект из центра куда угодно, то мы начинаем замечать не только объект, но и то, что происходит вокруг него. То есть мы начинаем изучать всю картинку. То есть время просмотра фотографий увеличивается. Да? То есть как мы это правило используем? Да? Смотрите, значит, если у вас есть объект, и вы не хотите, чтобы люди никуда больше смотрели, кроме как на главный объект, поместите его в центр. Если вы хотите, чтобы картинку дольше рассматривали, поместите объект в одну из точек пересечения третей. То есть если объект большой, например, маяк, то поставьте его в линию третей. Значит, также мы с вами используем с точки зрения, например, пейзажей горизонт. Да, как расположить горизонт? Располагаем его обязательно по линии третей, потому что если горизонт у вас будет ровно по центру, то людям будет непонятно, куда смотреть, наверх либо вниз. Да? Вы должны акцентировать внимание, да? Поэтому располагаем линию горизонта либо внизу, либо вверху, по верхней, по нижней линии третей. То есть если у нас линия горизонта по верхней линии третей, то соответствующим образом у нас акцент идет вниз, да, то есть на траву. А если у нас линия горизонта по нижней линии третей, то акцент идет именно вверх, то есть на непосредственно небо. Вот. Таким вот образом с вами используем. То есть если вы делаете фотографии для социальных сетей, там мельчить не надо, там лучше использовать центральную композицию и крупнее объект. А если вы хотите там обои, фотообои сделать, либо большую картину распечатать, то там, конечно, линии третей прекрасно работают. В общем, пользуемся. В любом правиле есть исключение, запомните, что если у нас с вами верхняя часть равна нижней, она отзеркаливается, да, то вот в этом ситуации лучше всего расположить объект, вернее, линию горизонта непосредственно по центру. Да, то есть мы располагаем ее по центру, когда у нас верхняя часть отражается от нижней, и такое чувство, что они отзеркалились. Да, тем самым мы акцентируем внимание на том, что они одинаковые. Вот тогда линию горизонта лучше всего по центру. А в всех остальных случаях лучше по линиям третей. То есть правило третей очень хорошо работает, оно очень мощно работает в кино, в фильмах, поэтому пользуйтесь им обязательно, оно вам поможет. Вот, значит, это не единственный прием, который мы с вами можем использовать. У нас с вами еще есть прекрасный такой прием, называется точка съемки. Это один из самых выразительных приемов, который только можно представить, в кино постоянно используется. Смотрите, у нас с вами есть три точки съемки: прямо, сверху вниз, снизу вверх. Да? Как это нам помогает в том, чтобы сделать интересную картинку? Смотрите, стандартная точка съемки никому не интересна, но прежде чем мы к ней придем, к этой стандартной точке съемки, мы должны понять вообще, на что влияют все остальные точки съемки. Значит, если мы смотрим на объект прямо, мы воспринимаем этот объект ровно равным нам, да, то есть, например, если вот мы собачка, вот смотрите, сверху смотрим такая маленькая забитая, а прямо смотрим такая, видите, личность сразу, да, поэтому это нам говорит о чем? Если мы на объект смотрим прямо, мы отождествляем его равным себе, то есть ребенок, например, которого фотографируем прямо, будет таким более серьезным выглядеть. Если мы фотографируем объект сверху вниз, он выглядит маленьким, ничтожным, забитым, да, смотрите, собачка маленькая, забитая, а прямо она такая прям личность, да, вот. Если мы сфотографируем объект снизу вверх, то объект воспринимается величественным, мощным, крутым. То есть почему у нас с вами памятники на постаментах стоят? Чтобы выглядеть величественно. Вот, таким вот образом. Поэтому, меняя точки съемки, вы делаете объекты то ли более крутыми, то более какими-то незначительными и так далее. Если мы говорим про точку съемки с точки зрения непосредственно восприятие ситуации, то точка съемки сверху, она делает нам всю ситуацию спокойной. Мы как будто как птицы, пролетающие над происходящими событиями, и не вмешиваемся в них. Да? То есть некая отстраненность присутствует. Если мы хотим усилить динамику, то нужно сфотографировать снизу. То есть фотография снизу всегда усиливает динамику. Кто-то бежит, прыгает, бегает, фотографируйте снизу, это усилит динамику, в кино так постоянно происходит. А если фотографируете прямо, это никак не влияет на восприятие кадров. И еще одна небольшая тонкость есть. Мы по-разному воспринимаем планы. То есть если мы с вами фотографируем сверху, мы акцентируем внимание на задний план. Если мы с вами фотографируем снизу, мы акцентируем внимание на передний план. Но если нужно акцентировать внимание на средний план, то лучше сфотографировать непосредственно прямо. То есть я думаю, что вы в кино замечали, что это постоянно используется. Например, каких-нибудь крутых персонажей всегда снимают снизу, чтобы они выглядели более такими мощными, крутыми. А если нам хотят показать дальний план, то нам всегда сфотографируют немножко сверху, чтобы мы туда вдаль посмотрели, на задний план. То есть эти приемы постоянно используются в кино. Смотрите, замечайте, и будет вам более интересное восприятие любого художественного произведения. Это еще не все. Приемов на самом деле очень много, но мы все не будем проходить с вами. Давайте еще один прием пройдем, который очень интересный, называется ритм. Если у нас с вами много повторяющихся элементов, мозг начинает эти элементы между собой сравнивать. И чем больше этих элементов, тем дольше мы сравниваем, тем дольше смотрим на картинку, тем она правильно у нас становится более интересной. Поэтому если в кадр попадают ритмы разные, это делает картинку всегда более интересным. Ищите ритмы, они есть всегда везде в городе, и делают они любую картинку такой
такой необычный, привлекательный, такая, знаете, вот, хочется по ней бегать и рассматривать ее, да, поэтому ритм всегда в кадре присутствуя делает картинку более интересным. Вот. Также мы с вами должны с вами поговорить про такой прием, который называется линейная перспектива, да, как это работает. К сожалению, когда любая картинку мы смотрим на любую картинку, она у нас с вами плоская, да, и там не может быть объема, да? Вот. Как работает линейная перспектива? Чем объект дальше, тем он меньше, тем объект ближе, тем он больше. Поэтому, определяя, например, что столб больше, чем башня, мы понимаем, что столб ближе к нам, чем башня. Во столько раз ближе, во сколько раз башня меньше, да? Поэтому мы, благодаря линейной перспективе, четко определяем объем, да? Вот видите, камень большой, больше, чем скала, мы понимаем, что он вблизи, да, вот, а точка съемки сверху еще нас акцентирует внимание на эту скалу, мы понимаем, что она дальше находится. Тем самым мы понимаем глубину кадра, а глубина кадра — это тот самый объем, который делает картинку интереснее. Вот. И это нас приводит к очень интересному приему, который называется линейная перспектива одной точки. Это когда такие, знаете, виртуальные линии начинают исходить из разных углов кадра и сходятся все в одну точку. И куда мы не посмотрели, мы попадаем на линию и приходим в эту точку. И понимаем, что там, собственно, куда и нужно было смотреть. Вот мы эти линейные перспективы можем найти в любых арках, значит, каких-нибудь сводах, линиях, вот этих вот линиях передач. То есть, когда что-то уходит вдаль, например, железная дорога. То есть, это очень интересно, только помните, в конце должно что-то именно находиться, что-то интересное. Хотя бы просто город, хотя бы к городу прийти, да? Вот, или там какому-нибудь пейзажу, то есть что-то, к чему-то должно прийти. Поэтому линейная перспектива — это так называемые линии, по этим линиям, когда глаз скользит, еще тоже более интересно смотреть. Поэтому линейная перспектива одной точки — очень хороший прием, который тоже можно использовать. И запомните, чем больше приемов разных вы в своей фотографии используете, тем интереснее будет картинка для зрителя. Поэтому чем больше насобираете этих приемов, тем интереснее. Например, давайте еще один прием пройдем, который называется фрейминг, от английского слова frame, рамочка. Да? То есть, когда мы с вами обрамляем какой-то рамочкой, показываем, что нужно смотреть вот сюда, да, смотрите вот на людей, вот на девочку, да, вот такая виртуальная рамочка, которая как бы показывает, куда конкретно зритель должен смотреть. То есть можем ее всяко-разно комбинировать, например, с размытием заднего плана, вот, и так далее. То есть можете все элементы между собой комбинировать, применять, и получите более интересную картинку, вот. И давайте попробуем с вами на практике это все применить и попробуем пофотографировать, используя эти приемы и правила. Еще один пример использования точки пересечения третей. То есть мы берем объект, помещаем его в точку пересечения третей, все вроде бы хорошо, на заднем плане могут быть разные какие-то вещи, ненужные нам, поэтому мы их маскируем. Поэтому что делаем? Берем объект, помещаем его так, чтобы он закрывал ненужные вещи. Помещаем в точку пересечения третей, нажимаем на объект, чтобы правильно проэкспонировать его, определяем экспозицию, чтобы не было пересвета, и делаем кадр. Вот у нас с вами красивая конструкция, колесо обозрения. Обратите внимание, оно выкрашено на такой золотисто-желтый цвет на фоне неба. Получается комплементарное сочетание цветов, то есть не просто так покрасили. Так вот, мы подошли как можно ближе к нему, чтобы использовать точку съемки, потому что точка съемки, когда чем ближе подходишь, тем она сильнее чувствуется, да, и точка съемки снизу делает это колесо еще более монументальным. В целом, если мы так будем фотографировать, оно немножко не входит, да, и по логике вещей хочется использовать широкоугольную камеру, чтобы оно вошло. Но на самом деле так делать не надо. Как мы с вами говорили, зачастую детали, они более интересны, чем какие-то общие планы. Поэтому, слава богу, что у Xiaomi 12 Pro есть камера, которая приближает телеобъектив. Вот его и используем. То есть пытаемся снять не все колесо, а пытаемся сфотографировать именно часть, именно деталь. И так получается более интересно. Да? Всегда проверяйте, чтобы была правильная экспозиция. Вот. И сделайте кадр. Не бойтесь немножко пересветить, потому что у нас есть очень мощный режим HDR. Он нам поможет с вами. Ритм — очень интересный прием, вы можете встретить его повсеместно, практически везде в городе, и это, в принципе, делает картинку всегда интереснее, да, просто нужно уметь их подмечать, да, вот они есть везде, вот на мосту, идут всякими плашечками, и даже обычная ограда — это все равно какой-то ритм, но нужно использовать его более интересно, то есть мы, конечно, можем использовать разные точки съемки, но можем комбинировать правила, да, например, если сфотографируем вот отсюда, у нас получается, смотрите, и ритм, и линии, уходящие вдаль, то есть линейная перспектива одной точки. Чтобы было интереснее, мы с вами используем широкоугольную камеру Xiaomi 12 Pro. И обратите внимание, насколько, когда перспектива у нас меняется, кадр получается более интересным. Делаем кадр, и вот за счет того, что у нас с вами и тени, и симметрия, и линейная перспектива одной точки, и при этом еще и ритм, получается интересная картинка. А боковые грани, если ближе подносите, они еще делают картинку более интересной.
Линейная перспектива в одной точке — очень интересный прием. Вы можете найти его повсеместно. Это всякие тоннели, арки, это линии, сходящиеся в центр, например, у аллеи. Интересно всегда получается. Мы, например, будем фотографировать там, где у нас сходятся мосты. То, что у нас с вами сейчас получается картинка такая, что мост немножко темный, это даже хорошо. Мы как бы убираем лишние детали на нем. То есть используем силуэтную фотографию, стандартную камеру используем также. Мы используем горизонтальный режим, чтобы, если будем использовать вертикальный, сверху, снизу будет много всего лишнего. Нам это не нужно. Вот, значит, мы помним, что у нас с вами есть правило. Всегда используем линию горизонта по линии третей. В данном случае мы линию горизонта будем использовать по нижней линии третей. Плюс у нас снизу не очень красивый пейзаж, да? Поднимаем камеру, делаем кадр. В целом получилось интересно. Но давайте попробуем с вами телеобъектив. Благо, что у Xiaomi 12 Pro их 3 телеобъектив. В целом, неплохо, да, то есть мы сильнее акцентируем внимание, куда уходят у нас с вами эти линии. Но в данной ситуации интереснее будет, например, если мы используем самую широкоугольную камеру. То есть что она нам дает? Она нам дает сильные искажения перспективы по краям. И здесь вот в данной ситуации интереснее получается мост. Вот он искажается в этих краях и уходит вдаль. И тем самым получается очень интересная перспектива. На этом мы с вами не остановимся. Что мы можем еще использовать? Мы можем использовать с вами фрейминг, да, то есть который мы с вами прошли. Опускаемся чуть ниже, и это, обратите внимание, у нас с вами очень похожая конструкция, то есть линии моста уходят вниз по диагоналям, и в данной ситуации в точке пересечения третей. И в данной ситуации у нас с вами фрейминг напоминает сам мост, также линии, да, то есть если мы с вами его используем, обязательно сфокусируйтесь на задний план, да, чтобы он правильно сфокусировался. Сделаем кадр. То есть мы с вами, получается, используем еще и подобие, да, то есть у нас они похожи, вот эти линии, тем самым картинка получается тоже очень интересная. То есть старайтесь, чтобы, конечно, снизу не было ничего такого неприглядного, то есть делайте побольше кадров, используйте разный вид. Ну вот, например, мы используем вот такой кадр. Вот. Тем самым, чем больше приемов композиции вы используете в одном кадре, тем картинка будет интереснее. Этот набор правил можем использовать повсеместно, он очень универсальный и эффективный. Вот самое главное не торопиться, осмотреться, потому что интересный кадр можно найти везде и всегда. Вот в данной ситуации мы стоим под мостом, и казалось бы, что под мостом может быть интересного, но если подумать, смотрите, наводим на мост, он очень интересный, фактурный. Сам по себе, на нем много всяких деталей, они создают ритм. Также он уходит вдаль, это линейная перспектива. Поэтому кадр будет интересный. В чем еще интересность? Потому что он сам по себе теплый, такой желтого цвета, а задний план, небо синее, они получаются комплементарные по цветам. Очень красиво сочетаются. Вот, делаем кадр, смотрим, что получается. Режим HDR в Xiaomi 12 Pro очень мощно работает, задний план просто, прекрасно прорабатывается. Вот, кадр получился хороший, но недостаточно интересный. Опять же, мы используем дополнительные возможности наших с вами объективов. Хорошо, что у нас с вами их все-таки 3, да? Включаем широкоугольный объектив, и тем самым он своей перспективой интересной делает кадр еще более интересным, то есть линии еще сильнее уходят вдаль. Самое главное — найти правильную точку съемки, потому что точка съемки решает. Находим правильный ракурс, делаем кадр, получается максимально интересно. Главное помнить, композиция нам с вами поможет. То есть всегда, когда мы смотрим по сторонам, всегда может что-то интересное найти. Но интересно для нас не то, что, например, что-то необычное, там, супер красивое. Нет. Мы там ищем приемы и правила композиции, которые можем применять в той или иной ситуации. Например, вот в данной ситуации смотрим, аллея красивая, это же линейная перспектива, сама по себе уже смотрится необычно. То есть кадр сделали. Но помним, да, то есть снизу всегда выглядит все более необычно. Поэтому берем, присаживаемся, используем точку съемки, подняли, смотрите, как красиво выглядят деревья. У вас же камера, у вас же не одна камера, а у вас несколько камер, да, в большинстве случаев. Вот у Xiaomi 12 Pro их 3, мы используем широкоугольную, а широкоугольной камеры всегда получается все интереснее, вкуснее, так называемое. Выше приподняли, смотрите, как интересно смотрятся деревья. Да и в целом, большинство людей в принципе не привыкли смотреть наверх. Если мы используем точку съемки вообще нестандартную сверху, так вот возьмем и будем деревья сверху снимать, это будет выглядеть еще более необычно. И если такое людям показать, они скажут: о, прикольно, интересно. То есть вот кадры у нас с вами интересны, они есть везде, они просто даже вот буквально под ногами валяются, да. То есть стали треугольником, используя свою тень, сделали кадр. Поэтому самое главное, не торопитесь, ищите кадры, смотрите по сторонам. Вокруг много всего супер интересного, просто нужно использовать правильно композицию, и все получится.